Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 21 марта, и сегодня у нас промежуточный выпуск. Видите, на этой неделе удалось сделать промежуточный выпуск среди недели. Думаю, наши уважаемые зрители и слушатели должны быть довольны. Довольны, потому что выпуск «Ответы на вопросы» выйдет, получается, у нас либо завтра вечером, ну, либо в субботу. Давайте я напомню, что в комментариях к этому ролику, именно к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 22, либо в субботу, 23 марта. Напоминаю, что оставлять вопросы в комментариях в роликах, которые выходят с ответами на вопросы, либо в итогах недели, бесполезно. На эти вопросы я отвечать не буду, потому что у нас есть регламент, который, значит, работает следующим образом. Вопросы вы оставляете исключительно, повторяю, исключительно в промежуточном ролике. Сейчас выходит промежуточный ролик, оставляйте в комментариях свои вопросы. Перед тем, как писать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса и дальше формулируйте. Я уверен, наши постоянные зрители и слушатели, конечно, обо всем прекрасно знают, но неоднократно, еще раз подчеркиваю, неоднократно сталкиваюсь в комментариях к ответам на вопросы и к итогам недели. Люди задают вопросы и почему-то еще даже требуют на него ответить. Когда и как, не очень ясно, но тем не менее. Так, объяснил, думаю, доходчиво. Также хочу напомнить, у нас существует Patreon. В Patreon можно подписаться по ссылочке в описании к этому ролику. Ссылка на Patreon есть, подписывайтесь, там довольно простой алгоритм. В Patreon я отвечаю на все вопросы. Сейчас мы там еще немножко оптимизируем систему, систему формулировки самих вопросов, и я думаю, что любопытство всех наших уважаемых подписчиков будет удовлетворено. Подписывайтесь на Patreon, получите массу удовольствия. Так, теперь перейдем к событиям. Основное событие — это, конечно, псевдовыборы человека, похожего на президента России Владимира Путина, да? Но после того, как якобы выборы состоялись, вернее, состоялось назначение, э, так называемого человека, похожего на Путина, можно смело называть, ну, президентом, да? Почему я говорю смело можно называть президентом? Давайте-ка я вам прочитаю одну очень интересную цитату. Сейчас я ее открою и, думаю, вы поймете, о чем я. Это говорит помощник президента США по национальной безопасности Салливан. Конечно, касательно результатов президентских выборов. Итак, сама цитата. «Эти выборы не были ни свободными, ни честными, их исход был предрешен. Реальность такова, что президент Путин, внимание, Салливан называет так называемого Путина президентом, является президентом России. Мы сталкиваемся с этой реальностью на протяжении всей войны на Украине». Ну, на Украине цитата, потому что в Украине, конечно, но так как переведено пропагандистским ресурсом, но тем не менее перевод точный. Во время, так, в Украине и во время других агрессивных действий России, а также других шагов, противоречащих интересам США, которые исходили от этого президента и от Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Здесь есть два аспекта. Во-первых, руководство США, несмотря на полное понимание, что, во-первых, баллотировался не президент России Владимир Путин, не сам Владимир Путин, баллотировался его двойник, Владимира Путина нет. Во-вторых, не было никаких выборов, было назначение. Ну, выборов не было вообще. То, что происходило, выборами назвать, ну, даже язык не поворачивается, это, конечно, глупость. Мы всегда, когда говорим слово «выборы», мы берем это в кавычки, об этом регулярно упоминаем, и когда пишем слово «выборы», опять-таки, исключительно в кавычках. Выборов не было. Об этом знают все, об этом знает весь цивилизованный мир, об этом знают, ну, либо догадывается подавляющее большинство населения России. Ну и, конечно, без всяких сомнений, руководство России на сегодняшний день контролирует, ну, будем говорить объективно, контролирует страну.
Почему я прочитал вам цитату Салливана? Это очень важно и в контексте понимания, почему они не гнушаются признавать двойника. Фактически, когда я говорю о том, что с представителями спецслужб, в том числе и США, и стран Западной Европы, и спрашиваю, ребят, вы же все прекрасно понимаете. Вы понимаете, что это двойник, что происходит, вы все прекрасно знаете. В личном общении я говорю, что вот объясните. Ну, я поэтому, в принципе, понимаю, все-таки требую объяснений. Объясните, вот с вашей точки зрения, почему так? И мне приводят вот практически цитату Салливана, практически теми же словами. Говорят, ну, ты же понимаешь, что мы сталкиваемся с той реальностью, которая нам навязана. Навязана, а не признаю, что реальность навязана. И в цитате Салливана, которую я вам только что зачитал, об этом говорится. Нам навязана реальность. Ну, президент это России Владимир Путин, либо его двойник. Какая разница? За этим стоит реальное руководство России, которое реально контролирует ситуацию. Реально контролирует ситуацию и в плане сохранности ядерного потенциала, и в плане его нераспространения, и так далее, и так далее. Есть определенные договоренности на некоторых треках, да, переговорных, что текущий статус-кво будет сохраняться. Есть заверение современного российского руководства о том, что ядерное оружие при их власти применено не будет. Ну, заверения заверениями, мы понимаем, что этим заверениям грош цена, тем не менее. Тем не менее, американское руководство и руководство многих западных стран, которые имеют передовые разведки, они все-таки знают и понимают, что происходит в России, и считают, ну, почему это происходит, почему считают, мы можем много об этом и дискутировать, и размышлять, но они считают, что нынешнее руководство России контролирует ситуацию, как никто другой. В ином случае, они полагают, в ином случае, в России будет хаос, хаос ни к чему хорошему не приведет, будет рассредоточение ядерного оружия по всему миру, получат их в руки террористы, а ядерная бомба в руках террористов — это самый страшный сон и руководства Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, западных стран. Это ни в коем случае сейчас мы не говорим о возможностях в той или иной степени контролировать ситуацию в Украине. Да? В Украине идет война, российское руководство развязало самую кровавую войну за последние практически 80 лет на территории европейского континента после Второй мировой войны. И мы понимаем, что в этом смысле, здесь немножко другие вопросы, немножко другие задачи у западных стран. Здесь они действительно, по крайней мере, Европа на сегодняшний день старается противостоять российскому руководству. Ну, США ведет себя так, как считает нужным себя вести. Признание двойника реальностью, признание двойника реальным президентом России Владимиром Путиным и признание этого псевдопрезидента президентом, ну, вот они смирились с такой реальностью. Вот просто смирились и все. Нет уже ни Рейгана, нету ни Маргарет Тэтчер, нет больших личностей в истории. Когда мы говорим о роли личности в истории, это все-таки важная часть. Многие недооценивают этого фактора. Так вот, сейчас личностей в истории нет. Их просто нет. Таких личностей, которые могли бы противостоять глобальному злу. Глобальное зло, я думаю, что у наших уважаемых зрителей и слушателей нет сомнения, что нынешнее руководство России представляет из себя часть глобального зла. Да, конечно, есть хуситы, есть еще множество других значит, организаций, которые терроризируют, терроризируют мир. Но то, что делает нынешнее российское руководство, конечно, полностью вписывается в понимание классической оси зла, да? Ось зла в понимании западных стран — это как раз вот занимается тем, чем занимается нынешнее российское руководство, терроризируя демократический мир. Весь свободный цивилизованный мир смотрит, конечно, с умилением на сегодняшнее руководство России и признает текущую реальность, которую им навязали. Слабость нынешних демократий проявляется в полной мере. Поэтому, уважаемые зрители и слушатели, когда у вас, а я смотрю, что время от времени у вас возникают вопросы, ай-яй-яй, ой-ой-ой, почему же западные страны не признают двойника, почему вот так, а не сяк, почему в руководстве России
нет человека, который выйдет и скажет: вот смотрите, двойник, и что к чему это приведет. США в лицо рассмеются и скажут: ну вот это же реальность, нам ее навязали, мы готовы с этой реальностью жить. Вот готовы воспринимать двойника как президента и псевдопрезидента, как президента реального. Ну, глупость, конечно. Ну, такова, по мнению руководства Белого дома, США, имею в виду Белого дома, конечно, и такова реальность. И эта реальность, в том числе транслируемая из США, навязывается всему остальному миру. К сожалению, сегодняшний мир именно таков. Мир фейка. Мы живем мир, это можно назвать миром фейка, миром постфейка, потому что основной фейк уже состоялся, да, с разработкой технологий интернета, с внедрением интернета в повседневную жизнь. Ну, ведь мы с вами видим, как огромное число наших с вами сограждан, да и что там сограждан, практически во всех цивилизованных странах, где у большинства населения, извините, есть смартфоны, мы ведь видим, как люди практически не мыслят себя без смартфона. Практически все, у кого есть смартфон, который посвящает как минимум час в день, э, уставившись в смартфон и получение оттуда любой информации, ну, фактически подвержен этому влиянию постфейка. Ну, пост, потому что мы уже в этой реальности находимся довольно давно. И эта реальность навязана. Салливан сказал прямым текстом, эта реальность навязана. Да, реальность навязывается не только российским руководством, навязывается китайским руководством, навязывается в том числе, конечно, руководством США, частично. Но то, что навязано руководством США, по большей части является правдой. А вот фейк навязан и руководством Российской Федерации на сегодняшний день, и руководством Китая, и руководством очень многих стран, включая в последнее время и Индию. Руководство Индии очень подключилось к созданию иллюзии того, что происходит. Это также очень важно понимать. Реакция, ну, мы с вами, уважаемые зрители и слушатели, уже неоднократно обсуждали и разорванные параллельные связи, которые существовали в человечестве много веков. Параллельные связи разорваны, все перебазировались в соцсети. К сожалению, сейчас миром правят дилетанты. Профессионалы отошли на второй план. Профессионалы в основном люди тихие, не привыкли, как, знаете, хамски навязывать свое мнение окружающим. А дилетанты свободно себя чувствуют в этом вопросе. Если раньше для того, чтобы попасть в телевизор, вы уж меня извините за такую постановку вопроса. Так вот, если раньше для того, чтобы попасть в телевизор, человек должен был заслужить авторитет, быть большим профессионалом в своем деле. И только тогда широкая аудитория могла лицезреть такую личность и получать от него информацию. Это должен был быть профессионал с большой буквы. И я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели это понимают. Сейчас совершенно не важно быть профессионалом. Совершенно не важно. Более того, я посмотрел в последнее время, как многие аналитики, ну, когда-то действительно уважаемые мной аналитики, когда-то действительно люди, профессионалы с большой буквы, почему-то окунаются в этот мир постфейка и сами распространяют фейки, не гнушаясь абсолютно, ну, наверное, для того, чтобы завоевать аудиторию. Наверное, для этого, ну, по каким-то еще, по многим причинам, вероятно, окунаясь в навязывание людям иллюзий. И почему-то так называемые эксперты, которые никогда и не являлись экспертами, высказывая, ну, объективно какой-то полный идиотизм, э, получают там миллионы, ну, буквально миллионы просмотров, у них там под миллион подписчиков практически у всех, миллионы просмотров. Ну, катастрофа, просто катастрофа. Дилетанты правят миром. Мы живем, ну, оказались в такой реальности. Можно ли этому противостоять? Конечно, можно. И можно, и нужно. И будем всеми силами пытаться. Сегодняшний выпуск вышел несколько более объемным. Ну, это важно было проговорить. Я уверен, наши уважаемые зрители и слушатели в этом смысле меня поддержат. И не расстроятся, что наш выпуск вышел за рамки традиционных временных пределов.
Напоминаю, э, наши уважаемые зрители и слушатели могут оставить свои вопросы в комментариях к этому ролику. Перед тем, как оставлять вопрос, пишите слово «вопросы» либо ставьте знак вопроса. Также переходите по ссылке в описании в Patreon. Подписывайтесь, там я отвечаю на все вопросы. Уверен, наши уважаемые зрители и слушатели в Patreon удовлетворены нашим общением. Хочу вам напомнить, мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.